Сегодня встречу группы, которая, наверное, может называться, как предложил Стефан де Мистура, либо контактной группой, либо группой поддержки Сирии. И, как сказал только что Джон, который внес сегодня решающий вклад в нашу работу, в этой группе впервые за одним столом собрались все государства, которые так или иначе влияют на происходящее в Сирии. Ladies and gentlemen, today we held a meeting of a group that can be called, as suggested by Mr. de Mistura, a contact group or a Syria support group. As John has already said, and John made a decisive contribution today to our work, all stakeholders have gathered today here at the table. Мы длительное время, практически с самого начала кризиса, продвигали необходимость руководствоваться принципом инклюзивности, как с точки зрения организации общесирийского политического процесса, так и с точки зрения формата внешних спонсоров, внешних игроков, которые этот сирийский политический процесс будут поддерживать. From the very beginning of the crisis, we have pushed for the principle of inclusiveness in both in all Syrian political process and in the process supported by the external players for the Syria. И по-моему, сегодняшняя встреча закрепила общее понимание, что так и должно быть. And I believe that today's meeting has enshrined that common understanding that it should be that way. Джон много говорил о том, что происходит в Сирии, какими страданиями, каким страданиям вынужден предаваться сирийский народ, и сколько крови пролилось, сколько людей потеряли свои очаги, сорваны были с родных мест. Мы хотим прекратить эту ситуацию и не допустить, чтобы террористы захватили власть в этой стране. John has talked a lot today about the suffering endured by the Syrian people, about the terrible bloodshed, about displaced people who lost their homes. We want to stop that situation and not to let the terrorists gain power in that country. И тема борьбы с терроризмом сегодня звучала во всех без исключения выступлениях, и мы достигли очень важных договоренностей. The terrorist topic was vocal in all the speeches by the participants, and we reached some agreement. Мы условились, и это отражено в совместном заявлении, твердо и последовательно бороться с ИГИЛ, другими террористическими группами, которые в качестве таковых признаны Советом Безопасности ООН, а также провести дополнительные консультации, чтобы согласовать список и других организаций, которые пока еще не включены в ООНовские списки, но являются явно террористическими. We had agreed upon today, and it is stated also in the joint statement, that we want to committedly and firmly fight ISIS organizations and all the other terrorist organizations listed by the UN Security Council, as well as to hold additional consultations on how to list other terrorist organizations not yet listed by the UN Security Council. Россия неизменно выступает за то, чтобы борьба с терроризмом велась на прочной основе международного права, что предполагает в случае проведения войсковых операций, будь то военно-воздушными силами или сухопутными войсками и их контингентами, согласие соответствующего правительства, либо решение Совета Безопасности ООН. Это наша позиция неизменна. Russia is committed to fighting terrorism based on the solid basis of international law. Whether we're talking about the military interventions from air or the ground operations, these need to be conducted in agreement with the government or with the UN Security Council. В свете тех решений, о которых только что сообщил Джон Керри, которые приняты американским президентом, эта наша позиция не изменилась, и мы выступаем за то, чтобы в любом случае, имея общего врага, найти способ легитимно взаимодействовать в борьбе с ним. That is, we're talking about the decision just made by the U.S. President, and John Kerry just said about it. Our position in that regard has not changed, and we want to continuously fight terrorism with the agreement and with common understanding. Хочу также выделить те договоренности, которые сегодня закреплены в совместном заявлении. I would also like to highlight some modalities of the joint statement. Мы все договорились, что будем сотрудничать с тем, чтобы обеспечить единство, независимость, территориальную целостность и светский характер сирийского государства, сохранить его государственные институты. We have agreed to continue with Syria as a unit,
so that Syria keeps its territorial integrity, so it will be a united country with secular government, and to retain the institutions. Права всех сирийцев, независимо от их этнической, конфессиональной принадлежности, должны быть защищены и гарантированы. The rights of all Syrians, despite their religious beliefs or ethnic group, should be protected and observed. Должен быть обеспечен гуманитарный доступ к нуждающимся, должна быть продолжена и увеличена помощь беженцам и внутренне перемещенным лицам. The humanitarian access should be provided, and the momentum should be accelerated to help refugees and internally displaced people. И одна из важнейших сегодня договоренностей заключается в том, что участники встречи обращаются к Организации Объединенных Наций с просьбой собрать представителей правительства Сирийской Арабской Республики и оппозиции для начала политического процесса. And one of the most important agreements of today's meeting is that this group is asking the UN to invite stakeholders, the Syrian government and the opposition, to begin the political process. Этот политический процесс должен привести к договоренностям сторон о том, чтобы совместно создать инклюзивную структуру, которая позволит сообща решать вопросы жизнедеятельности страны, подготовить новую конституцию и провести всеобщие выборы. This inclusive political group should create the basis for inclusive administration, so this administration can create the new constitution and new institutions. Мы согласились с тем, что выборы должны проводиться при активном вовлечении и контроле со стороны Организации Объединенных Наций, и что в них должны иметь возможность участвовать все сирийские граждане, независимо от того, где они находятся, включая беженцев и в соседних странах. We have also agreed so that the new elections would be conducted under their active participation of the UN, and so that all Syrian people, despite of where they are, whether they're refugees or in the neighboring countries, should be able to take part in those elections. Обсуждались и вопросы возможного объявления прекращения огня параллельно с политическим процессом. Решено эти консультации продолжить с участием Организации Объединенных Наций при четком понимании, что если прекращение огня будет объявлено, ни одна террористическая структура не будет подпадать под эту договоренность. We have also discussed the issue of ceasefire parallel to the political process, and there is a consensus that the ceasefire should be held in the consultations with the UN, with the understanding that if the ceasefire is declared, no terrorist organizations should be subject to that. Как сказал Джон, у нас нет согласия в отношении того, как решать судьбу Башара Асада. Россия убеждена, что решать этот вопрос должны сами сирийцы в контексте политического процесса. As John has said, we have no agreement on the destiny of Assad. Russia believes that it is up to Syrian people to decide within the framework of the political process. И в нашем совместном заявлении это подтверждено, что политический процесс должен быть сирийским, принадлежать самим сирийцам, и что сами сирийцы, сирийский народ определят будущее своей страны. It is said in the joint statement that the political process should be done by the Syrian people and belong to the Syrian people, and the Syrian people should decide the future of their country. Некоторые наши коллеги, прощаясь сегодня, так в беседах, говорили, что создается впечатление или может создаться впечатление у окружающих, у наблюдателей, у журналистов, что мы лишь затушевали некоторые принципиальные разногласия. Some colleagues leaving the conference were saying that, or mentioning that there could be an impression among the observers and the journalists that we're trying to obscure some problem and some issues. Это не так. И мы честно об этих расхождениях, которые действительно серьезны, говорим и говорим сегодня вам в том числе. That is not so. We are honestly talking to you about these disagreements. Я убежден, что те принципы, которые сегодня были сформулированы в нашем совместном заявлении, позволяют начать работу всерьез. Она, наверное, будет непростой, наверняка она будет непростой и не быстрой, но это работа, которая позволит укреплять доверие, в том числе между странами региона,
между которыми существуют серьезнейшие противоречия, но они сегодня сидели за одним столом, разговаривали вместе, вели переговоры друг с другом. И, укрепляя доверие, я уверен, мы сможем создать условия для сирийцев проявить мудрость и договориться о будущем своего государства. The principles that we have created here today in the joint statement lay the basis for serious work, which would be hard, I have no doubt. It will be not a fast process, but this work would make it possible to create trust, especially among the countries of the region. They have some serious issues, but today they sat down at the negotiating table and they held talks. With that kind of trust, we can make sure that Syrian people have the chance to decide their future. Сегодня все проявили готовность к компромиссам. Я надеюсь, что эта готовность будет укрепляться в ходе наших последующих встреч, о которых мы условились. Ближайшая из них должна состояться не позднее, чем через 2 недели. Мы о конкретной дате договоримся чуть позже. И хотел бы особо отметить ту роль, которую сыграл Джон Керри в проведении нашей встречи, и поблагодарить Стефана де Мистуру, специального посланника Организации Объединенных Наций, весь его штат, за поддержку, за содействие и пожелать им успехов, потому что сейчас на их плечи ложится весьма и весьма ответственная миссия. We have tried to create the compromise, and there will be further discussions and consultations. I think the next talks are scheduled to be held no later than 2 weeks' time. The certain date will be stated later. I would like to thank John Kerry for his input today. I would also like to thank Stefan de Mistura, the UN Special Envoy, and all his office for the support and his work. And I would like to wish every success to my counterparts, because they have a very responsible missions to fulfill. It was for you. Thank you. Well, I have very little to add. You saw it, you have heard it.